Привет, друзья! Всем привет! С вами Макс и Юля. И мы сегодня будем с Юлей говорить про... Аренду квартиры. Да, про то, как можно снять или арендовать жилье, то есть квартиру, или дом, да, в России, в Санкт-Петербурге, в Москве или, в принципе, в любых других городах. Да, в любом городе. Да. Если вам просто интересна эта информация и вы не изучаете русский язык, то включите субтитры. Сначала 3 короткие вещи, о которых я бы хотел рассказать. Первое. Послушайте мой последний подкаст о том, почему мы уехали из Севастополя и почему мы опять в Санкт-Петербурге. Второе. Друзья, добавляйтесь в мой телеграм-канал. Я сделал телеграм-канал для консолидации всей информации обо мне и об этом проекте. Вы всегда будете в курсе лайв-шоу на ютубе. Кстати, скоро будет Book Club. Видео, подкастов, других каких-то вещей, которые относятся к этому проекту. Телеграм-канал, добавляйтесь. И третье, это в телеграм-канале скоро будет информация про Clubhouse конференцию, да? Да. Не знаю, может быть, там даже будет Юля. Возможно. Но, в общем, добавляйтесь и давайте начинать диалог. Юль, ты когда-нибудь снимала жилье в России или не в России? Ну, не в России снимала. Я снимала квартиру, точнее, дом в Америке и квартиры в Китае. А вот в России я первый раз снимала квартиру, когда мы с тобой жили в Севастополе. Это был твой первый раз, когда ты снимала в России квартиру, да? Да, это был первый раз, когда я снимала или арендовывала квартиру в России. А что насчет тебя? Я, кстати, первый раз снимал квартиру, когда жил в Москве, и это было во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Кстати, вот здесь будет видео, где-то здесь, и про эту квартиру. Ну, тоже относительно недавно. Да, относительно недавно. Хорошо, я знаю, что есть два варианта основных, как можно снять квартиру. Какой первый вариант? Да, можно снять квартиру на короткий срок, на сутки, например, или, как еще говорят, посуточно. Снять посуточно. Да, или там на месяц, например, ну, какой-то очень ограниченный срок. А второй вариант какой? Второй вариант — это длительный срок, когда ты снимаешь, так скажем, от 2 месяцев, наверное, да, 2 месяца, 3, полгода, год, это уже длительный срок, да. И где можно найти квартиры, если ты хочешь снять их на длительный срок? Если на длительный срок, то в России, например, можно использовать сайт cian.ru. Да, это большой сайт с огромным количеством разных вариантов квартир, обычно на длительный срок. Есть еще Авито. Авито. И есть еще Яндекс.Недвижимость. Да, и Яндекс.Недвижимость. Это новый относительно сайт, там не так много объявлений, но в принципе, я думаю, что он тоже актуален. А где искать квартиры, если ты хочешь снять на короткий срок? На короткий срок можно поискать, например, на booking.com, очень известный сайт, или на Airbnb. Airbnb. Да, на самом деле на Циане тоже есть возможность искать квартиры посуточно, и на Авито тоже. Но мы вот эту нашу квартиру в Питере сняли именно с помощью Airbnb. Да, мы сейчас сняли ее на месяц, и нам было проще снять через Airbnb, потому что если ты ищешь квартиру на короткий срок на Циане, ты можешь столкнуться с тем, что там будет агент, а не хозяин квартиры, и ты будешь платить агенту, платить залог за квартиру, и это будет дороже, чем снять через Airbnb. Так, подожди, еще раз. Я приехал в Россию, я хочу на полгода снять квартиру. Я зашел на Циан, на Авито, нашел квартиру, звоню и говорю: здравствуйте, я бы хотела снять квартиру в Санкт-Петербурге, пожалуйста, помогите мне. Да. Какие варианты развития будут? На той стороне телефонной трубки может оказаться хозяин квартиры. Да, хозяин. Это идеальный вариант. Да, собственник. То есть это человек, который непосредственно владеет этой квартирой. Тогда, скорее всего, ты заплатишь за месяц,
Да, то есть ты, допустим, квартира стоит, ну давай так, однокомнатная квартира в Питере, ну, 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. Например. То есть ты заплатишь 25 тысяч рублей, скорее всего, ты заплатишь залог. Да, залог — это те деньги, которые хозяин вернет тебе в конце срока. Это как бы такая финансовая гарантия, такая безопасность для владельца квартиры, что ты ничего не сломаешь. Да, если ты что-то сломаешь, то деньги на ремонт пойдут из залога. Да. Залог может быть суммой за месяц, то есть еще плюс 25 тысяч, либо 50% от этой суммы, чаще всего, то есть это будет 12,5 математика. Да. Хорошо, то есть я плачу 25 тысяч за первый месяц вперед, я плачу 12,5 тысяч залог, да, и все, я начинаю, в принципе, жить. Да, в принципе, так обычно Да. и бывает. Но такой вариант найти сложно или не сложно? Такой вариант найти сложно. Очень часто хозяева квартир, собственники обращаются за помощью к специальным людям, к агентам. Да, агенты, мои любимые, которые часто ничего не делают. Да, по сути, агент размещает объявление на Циане, принимает телефонные звонки, ну, либо сам показывает квартиру, либо просто просит хозяина показать, сам при этом туда не едет. И агент, конечно, получает комиссию, то есть определенные деньги за свои услуги. Да, то есть получается, ты платишь 25 тысяч, плюс 12,5 залог и плюс 12,5 или больше просто агенту за его работу. Да. То есть ты сразу платишь 50 тысяч рублей или даже больше. То есть это много, это тяжело. Это много сразу заплатить, да. В России не многие люди имеют зарплату 50 плюс, да? Да, да. Большинство людей не имеет такой зарплаты в России. Поэтому, да. Хорошо, Юля, почему мы выбрали Airbnb? Почему мы решили... Это, кстати, не реклама. Я не буду вам предлагать промокод, не буду рекомендовать, не буду советовать. Это наш первый опыт, да. И есть плюсы у Airbnb, есть минусы. Почему мы выбрали снимать через Airbnb? Во-первых, потому что мы хотели снять быстро. Быстро. Мы не хотели ездить и смотреть этот вариант. Мы готовы были посмотреть фотографию и выбрать. забронировать. Да. Хорошо, дальше. Второй Быстро. момент. Это дешевле, потому что мы снимаем на месяц, и нам не нужно сейчас платить залог, и нам не нужно платить агенту. Мы платим хозяину и комиссию Airbnb. Но эта комиссия значительно ниже, чем та комиссия, которую попросит агент. Да, то есть получается, что если ты снимаешь на месяц где-то на Авито или на Циане, то ты платишь агенту, ты платишь комиссию агенту, ты платишь залог, ты платишь за первый месяц. То есть это нормально, если ты будешь жить полгода или год. Но если ты будешь жить месяц, то это получается дороже, чем снять квартиру на Airbnb, хотя на Airbnb снять квартиру дороже. Да? Сами квартиры стоят дороже, чем на Циане. Но есть еще один плюс, это безопасность. Вот. Потому что Airbnb это все равно какая-то гарантия того, что хозяин не заберет твои деньги и не исчезнет. Да. Если ты снимаешь на Циане, тебе нужно обязательно подписать договор, проверить документы, что хозяин действительно является собственником. Да, это Airbnb, это риск. Да, все-таки гарантирует чуть большую безопасность того, что ты не окажешься на улице, отдав все свои деньги. Я согласен, да, потому что такие случаи сейчас, к сожалению, в России есть, да, даже в Питере, даже в Москве, что люди приезжают, платят деньги, не подписывают договор, никаких документов у них нет, да, и они приходят в квартиру, а квартира закрыта, извините, до свидания. Да. Такое, к сожалению, бывает. Поэтому, друзья, будьте осторожны, когда будете снимать квартиру. Всегда прикидывайте, если это месяц или два, то, наверное, Airbnb здесь лучший вариант. Да? Если это на полгода и на год, то, наверное, Циан и Авито. Ты согласна? Согласна. Циан, Авито, просто обязательно подписывайте договор, проверяйте документы, чтобы быть уверенным в том, что вы снимаете
снимаете квартиру действительно у хозяина этой квартиры, а не какое-то третье лицо, которое потом исчезнет. Согласен. В общем, удачи вам в любом случае. Пишите комментарии, добавляйтесь в Телеграм. Скоро будет конференция в Клабхаусе, друзья. Слушайте подкаст «Почему мы уехали из Севастополя». И до встречи в следующем видео. Пока-пока! Пока!